Однажды в Италии человек потерял контроль. То есть ему казалось, что контроль у него был. Он верил, что контролирует свою жизнь, свои решения, свои эмоции, как, впрочем, и большинство из нас. И хотя на самом деле нет ничего, что могло бы действительно находиться под нашим полным контролем, обычно мы вполне довольствуемся этой иллюзией. Ученые, изучающие человеческий разум, утверждают, наш мозг запрограммирован постоянно искать контроля. Это его врожденная система защиты. Но иногда этот естественный механизм может превратиться во что-то более темное, более опасное. Как спираль, которая опускается все глубже и глубже, пока не коснется самых темных углов человеческого разума. У человека по имени Бенна Ноймайер стремление к контролю стало навязчивой идеей, настолько сильной, что она поглотила все остальное. Мания контроля пожрала все эмоции, стерла все остальные желания, уничтожила грань между нормальностью и безумием, между полезной дисциплиной и разрушительной одержимостью. Или причиной всему было что-то другое? Решать вам. А я лишь расскажу все, что знаю об этой истории, случившейся однажды в Италии. Больцано – столица автономной провинции Южный Тироль на севере Италии, у границы с Австрией. Провинция расположена в долине, окруженной умопомрачительной красоты горами, Доломитовыми Альпами. Раньше территория принадлежала Австрии, до сих пор здесь говорят и на итальянском, и на немецком, что, конечно же, сказывается и на характере его жителей. Горы здесь не просто пейзаж, а жесткий каркас, вокруг которого жизнь выстраивается строго и ясно, словно партитура без лишних нот. Виноградники тянутся ровными рядами, дисциплина природы отражается в характере людей, надежных, собранных, умеющих ценить порядок, но не лишенных мягкого света южного солнца. В их улыбках нет поспешности, в их словах, не в пример южным итальянцам, нет лишнего шума. И именно в этой выверенной простоте рождается особая поэзия края. Январь 2021 года, в Больцано зима. Доломиты окутаны снежным покровом, превратившим пейзаж в черно-белую открытку. На площади все в порядке, часы на башне бьют точно, трамвай не опаздывает ни на минуту. Но дисциплина здесь не оковы, а музыка фона. Она держит жизнь в ритме, как метроном в руках музыканта, позволяя каждому жесту быть точным и гармоничным. Улицы тихие, шаги немногих прохожих приглушены снежным покровом, который словно поглощает каждый звук. С точки зрения итальянцев воздух обжигающий ледяной, термометр показывает -5, а серое небо обещает еще больше снега. На улице Кастельронкола стоит вилла, которая похожа на многие другие в этом жилом районе, с зелеными ставнями и небольшим садом, ухоженным с маниакальной аккуратностью. Той самой, которая часто маскирует глубинную потребность поддерживать внешний порядок, когда внутренний рушится. Именно там находится дом семьи Ноймайер. Ее глава, 63-летний Петер Ноймайер, с методичной точностью бывшего учителя математики расставляет книги в своем кабинете. Каждый том должен быть идеально выровнен, каждый угол точно под 90 градусов к краю полки. Это ритуал контроля, который дает ему уверенность, позволяет чувствовать, что хотя бы что-то в его мире находится именно там, где должно быть. Его жена, Лаура Перселли, 68 лет, готовит ужин. Размеренными движениями она отмеряет продукты, взвешивая их на цифровых весах. Привычка, оставшаяся со времен, когда она преподавала математику, объясняя своим ученикам важность точности. В доме еще один человек, Бенна, 31 год. Сын супругов, только что вернувшийся с работы. В местной частной школе он замещает основного преподавателя математики, если тот заболеет. Высокий, мускулистый, всегда безупречно одетый, с той же одержимостью порядком, кажется, он унаследовал ее от обоих родителей. Путь, которым идет Бенна,
выглядит естественным продолжением семейной традиции. Сын двух учителей, он словно идет по их стопам. Но реальность не такая уж радужная, не оправдав ожиданий родителей, Бенна после школы занимался вовсе не математикой, а спортивными науками, ограничившись 3-летним курсом. Родители использовали свои связи, и вот уже Бенна, как и они, учитель математики. Но этого мало. Родители хотели, чтобы сын преуспевал, как они сами и как его младшая сестра Маде. Маде. Умница, красавица. Выучилась на врача, работает по специальности в Германии и крепко стоит на своих ногах. А вот Бенна по-настоящему, похоже, ничего, кроме собственного тела, не интересует. Всерьез он занимается только бодибилдингом и буквально одержим контролем над процессом строительства из себя античной статуи. Бенна взвешивает еду в граммах, считает каждое повторение физических упражнений, измеряет с точностью до миллиметра каждую мышцу. Это уже не просто преданность фитнесу, это что-то более темное, как если бы через власть над своим телом он отчаянно пытался контролировать что-то глубоко внутри себя. А еще у Бенна был YouTube-канал, на котором он говорил о правильном питании, упражнениях, о том, какие препараты он использует, чтобы способствовать росту мышц. Эта одержимость возникла не из ниоткуда. С детства Бенна Ноймайер жил в среде, где совершенство было не недостижимой вершиной, а требованием, обязательством, долгом и необходимостью. Он вырос в доме, где строгость и дисциплина царили безраздельно. Контроль стал его способом отвечать на ожидания, придавать осмысленность существованию, защищаться от тревоги, которая его пожирала. В школе он должен был быть лучшим, в спортзале самым сильным, на работе безупречным. Родители хотели этого, но, казалось, никогда не были удовлетворены результатами, которых он достигал. Особенно Лаура, мама Бенна. Она относилась к нему с пренебрежением, почти убежденная, что мальчик никогда не сможет дать ей такого удовлетворения, какого она хотела. Впрочем, свои причины у нее на это были, и проявились первые тревожные признаки очень рано. Как расскажет позже его бывшая учительница, которая назвала его ребенком с проблемами, однажды ночью родители обнаружили маленького Бенна с ножом в руке, стоящего рядом с кроваткой спящей сестренки. Образованные и культурные, родители к психологам не пошли, что во многом объясняется прошлым Лауры. Ее бывшим мужем был психолог, который, несмотря на специальность, не смог помочь себе и расстался с жизнью по собственному желанию. При этом семья Ноймайер очень любила Индонезию, часто проводила там каникулы, и даже имя дочери Маде – традиционное имя острова Бали. Так что вместо западной медицины Лаура предпочла нетрадиционную и отвела сына к балийскому шаману для изгнания злых духов. Помог шаман или нет, непонятно. Идеальным ребенком Бенна точно не был, но и особо серьезных проблем за ним вроде бы не замечали. Однако, когда он подрос, злые духи опять начали давать о себе знать. На первый взгляд все выглядело отлично. Идеально дисциплинированный бодибилдер в идеальной форме в свободное от спортзала время преподает детям математику. Вот только в свободное от спортзала время сказано не для красного словца. Вся жизнь Бенна действительно строится вокруг его работы над своим телом. Экзамены, занятия, даже приемы пищи. Все должно было подстраиваться под спортивный режим. День размечен жесткими и неотменяемыми ритуалами. Подъем на рассвете для первой тренировки, скрупулезное взвешивание каждого продукта, белки, углеводы, чуть-чуть жиров. Все должно было быть рассчитано до грамма. Затем уроки в школе, где он поддерживал видимость нормальности, и после обеда снова в спортзал. У Бенна был дневник для записи каждого повтора упражнения, каждого поднятия веса, каждого измерения своего тела. И если что-то не соответствовало его строгим стандартам, он впадал в кризис, чтобы не сказать в истерику. Постепенно в его жизнь вошли стероиды. Сначала, как водится, обычные добавки, затем более тяжелые вещества, коктейли из все более агрессивных препаратов, воздействующих не только на мышцы, но и на психику.
И первые признаки нестабильности проявлялись именно в спортзале. Вспышки гнева, если кто-то занимал то, что он называл своими тренажерами, панические атаки, если он не мог выполнить свою программу точно так, как было запланировано. Прежде чем вернуться в родительский дом, Бенна прожил 10 лет за границей. Учился, работал. Он был в Испании, затем в Австрии, в Германии, где в 2019 году познакомился с медсестрой по имени Надин. В начале 2020 года он переехал жить к ней, и все шло хорошо, вот только недолго. Бен наврал родителям, что работает в магазине органических продуктов. На самом деле он жил за счет девушки. Как это обычно бывает у нарциссов, довольно скоро он начал проявлять контролирующее поведение, требуя, чтобы Надин сразу после работы возвращалась домой, дабы заниматься только им. Пытался изолировать ее от друзей и близких. Когда однажды Надин решила провести выходные с родителями без него, он не смог этого простить и усилил давление. Начал изображать болезнь, коллекционируя медицинские заключения, но, согласно им, он был совершенно здоров. Но Бенна это не смущает. Он точно знает, что врачи просто ничего не понимают в его тонкой организации, и прописывает себе диету из чая, риса и брокколи. Он устраивает сцены, во время прогулок бросаясь на землю, колотя кулаками и плача перед проходящими туристами. Притворяется, что теряет сознание, засовывая голову под воду, если Надин отказывает ему в такой мелочи, как заняться с ним любовью в кустах. 6 июля 2020 года Надин обнаружила, что Бенна потратил 230 евро с ее кредитной карты на органические продукты. И ладно бы просто, как обычно, купил еду за ее деньги. Нет, Бенна, видимо, уставший от брокколи, спрятал покупки на чердаке и ел их тайком, чтобы не делиться с Надин. Надин не была подходящей жертвой. Узнав об этом, она пришла в ярость и потребовала, чтобы Бенна немедленно покинул дом, для уверенности позвав крупного друга. Несколько дней спустя Бенна позвонил Надин на работу, утверждая, что его избили ее друзья, и приложив к сообщению фото с глазами побитой собаки и синяками под ними. Его лицо действительно опухло в области правой глазницы и губ, щека была поцарапана. Надин примчалась к нему, но предварительно спросив предполагаемых насильников о причинах нападения и, в общем, не удивившись ответу, что они знать ничего не знают. Когда она вошла в дом, то нашла Бенна с ножом в руке, направленным к собственному горлу. Он заперся в ванной. После долгих уговоров через закрытую дверь он открыл замок, бросил нож и признался в обмане. Синяки он сделал себе сам, вводя шприцом кровь под кожу, а царапины нанес наждачной бумагой. Умница Надин, заранее оставив машину на соседском месте, под предлогом перепарковаться спустилась на улицу и вызвала полицию. Германия не Италия, по звонку немедленно приехали 6 мальчиков по вызову, повалили артиста на землю, заблокировали коленом на спине и, не нанося побоев, надели наручники. А потом принудительно госпитализировали в психиатрическое отделение, откуда наш герой вышел с весьма неприятным диагнозом – параноидный синдром с острыми полиморфными психотическими элементами. Будь Бенна немцем, возможно, на этом история закончилась бы. Но он итальянец, и принудительно лечить в Германии его не могут. Парня отправляют домой. В Больцано Бенна вернулся почти неузнаваемым. Очень худой, в ужасном состоянии. Особенно психологически. Настолько, что немецкие врачи предупредили родителей о необходимости запираться в спальне на ключ перед сном. В одном из писем Надин Бенна пытается оправдать свое поведение паразитом, подхваченным в поездке в Индонезию. Может, врет, а может и сам верит в то, что говорит. Идея о паразитах, поражающих мозг, типична для психотических состояний. Потом 30-летний мужчина попросил разрешения спать с родителями. Это называется детская регрессия, и она тоже часто встречается после психотических эпизодов. В общем, все основания для обращения за помощью у семьи были. Вот только никакой помощи получить они в сущности не могли. Италия не Германия. В области психиатрии здесь царит сплошной гуманизм и уважение прав человека.
Поэтому принудительная психиатрическая госпитализация – это крайняя мера. Добиться ее сложно, а срок принудительного пребывания в стационаре редко бывает больше 7 дней. И Петер с Лаурой оказываются перед необходимостью содержать нестабильного 30-летнего сына, без опыта работы и с 3-летней степенью по спортивным наукам, жить с ним под одной крышей, несмотря на то, что они его боятся, и ждать, что, может быть, он обратится за помощью добровольно. Благодаря связям родителей его устроили в частную немецкоязычную среднюю школу преподавать математику. Но и тут все идет негладко. Вскоре молодой учитель начинает опаздывать, прогуливать без причины, создавая проблемы коллегам. Иногда он врал, что пропускает работу для сдачи экзаменов на математическом факультете, где он вообще не был зарегистрирован. Директор школы даже получил от него эмоциональное письмо, в котором он, прося максимальной конфиденциальности, сообщал, что не придет в класс, потому что его несуществующая девушка покончила с собой. Был и случай, когда коллега-учительница поправила его неправильное объяснение упражнения, после чего он до паники напугал женщину, уставившись на нее тяжелым взглядом и приблизившись вплотную. Бенна мучается бессонницей, которую лечит самому себе назначенными препаратами, добываемыми окольными путями и имеющими в побочках агрессивность и делирий. В конце концов, родители уговаривают его отправиться к психиатру, и тот назначает вторую встречу, на которую Бенна, в очередной раз что-то соврав, уже не приходит. Его убежище и лекарство – спортзал, но все мы помним эпидемию 2020 года и что такие средства тогда были не в ходу. В Италии спортклубы закрыты, и для Бенна с его и без того неустойчивой психикой эта потеря режима представляет гораздо больше, чем простое неудобство. Принудительное сосуществование дома усилило семейное напряжение до точки разрыва. Бенна навязчиво контролировал отопление, свет, даже то, как посуда располагалась в посудомоечной машине. Невозможность регулярно получать стероиды во время локдауна добавила дополнительный элемент стресса. Экономические трудности подлили бензина в огонь. Зарплаты учителя-заместителя не хватало на покрытие его расходов, особенно связанных с покупкой стероидов на черном рынке. Еще одна чисто итальянская деталь. И путевой дочери, и непутевому сыну родители продолжали давать деньги, сокрушаясь о том, что в отличие от Маде, Бенна неправильно ими распоряжается, а не самим фактом того, что взрослый человек по-прежнему зависит от родителей материально, да еще и жалуется, что дают мало. Ну а Бенна, что называется, сел и ножки свесил. Более того, однажды после ссоры с родителями он заявил, что семья его больше не устраивает, и уехал, не забыв прихватить кредитные карты мамы с папой. Потом, правда, вернулся, и в доме семьи Ноймайер воцарился страх. Родители начали запираться в спальне на ключ по ночам, убрали из дома самые большие ножи. Хотя, как говорила мама Лаура, невозможно убрать все. В доме есть ножницы, инструменты. Мать в WhatsApp-сообщениях подруги писала пророческие слова. В нем есть этот зверь. И иногда он берет верх. Он больше не тот мальчик, которого мы знали. Бедная женщина, какова бы ни была ее вина и ошибки в воспитании, она не сделала ничего такого, чтобы закрываться на ключ в собственной спальне. И, конечно же, легко сказать, что она должна была решать проблему, выставить непутевого сынка из дома, обратиться за помощью. Но не будем забывать, это 2020 год, самый разгар жестких карантинов. Они оказались буквально запертыми под одной крышей. Утром 4 января Бенна написал Мартине Аллегри, подружке по сексу, с которой познакомился год назад в Тиндер, что вечером будет свободен. В 17:34 короткий звонок для подтверждения встречи. В 20:06 голосовое сообщение, в котором говорит, что смотрит фильм, потом примет душ и приедет к ней, зачем-то уточнив, что хотел бы, чтобы Мартина ответила обычным звонком, не через WhatsApp. В этом же звонке Бенна упоминает, что не может связаться с родителями. В 20:07 Мартина ему звонит, подтверждая без того подтвержденную встречу. Затем Бенна исчезает больше, чем на 2 часа. В 20:40 обеспокоенная девушка позвонила ему, но Бенна спокоен и отвечает, что сейчас выезжает. В 21:57 она снова звонит, ответа нет.
В 21:59 он отвечает, что будет у нее через несколько минут, и появляется уже после 10, с порога заявив, что душ принять он так и не успел. У Бена с собой смена одежды в полиэтиленовом пакете. Он моется, бросив грязную одежду на полу ванной. Мартина видит это и предлагает их постирать. Если это не слишком нагло, да. Улыбается он. В 5 утра 5 января Бенна встает и бросает терпеливую Мартину, сочинив ей байку о том, что хочет выгулять собаку на восходе солнца. И в 5:40 утра он прибывает домой. В этот же день поздним утром сестра Маде звонит матери и отцу, но ни один из них не берет трубку. Она попыталась связаться и с братом, и с тетей, и с дядей Карло и Джанни. Вместе с ними она пытается дозваниваться до родителей вплоть до обеда. А около 2 часов дня тетя с дядей сели в машину и поехали к родственникам домой. Бенна они встретили во дворе, особенно возбужденным и обеспокоенным исчезновением родителей. Он им не показался. Втроем они быстро осмотрели дом и, не обнаружив коньков, сначала подумали, что пара уехала кататься. Но зимняя одежда оказалась дома, да и семейная машина, черная «Вольво», припаркована на соседней с домом улице. Бенна говорит, что машину оставил там он, чем удивляет родственников, которым прекрасно известно, что после нескольких разбитых семейных автомобилей родители наотрез отказались давать ему ключи от машины, и парень пользуется общественным транспортом. Дядя Джанни предлагает идти в полицию. Бенна считает, что бить тревогу рано. Он делает звонок другу, который работает в полиции. Тот тоже советует обратиться к карабинерам. Парень сдается, и вот 5 января 2021 года в 15:56 Бенна Ноймайер появился в командовании карабинеров вместе с дядей и тетей по материнской линии. Они хотят заявить об исчезновении Петера Ноймайера и Лауры Перселли, которых нет дома и которые весь день не отвечают на телефон. В заявлении Бенна рассказывает о том, что вчера вечером поссорился с отцом по вопросам выгула собаки. Около 18:40, когда отца уже не было дома, вернулась мать, которая выглядела очень усталой. Примерно через 10 минут он выехал из дома прогуляться. Возвратившись около 20:00, дома никого не нашел. Попытался связаться по телефону с матерью и в 20:03 написал ей в WhatsApp, оставив голосовое сообщение. Не помню, звонил ли телефон, но помню, что она не ответила. Заметил сегодня, что она не прослушала сообщение в WhatsApp. Около 21:15 снова выехал из дома уже на машине и вернулся сегодня утром в 6:00. Не заметил, были ли родители дома, но думал, что они внутри, поскольку спальня была закрыта. После завтрака вышел с собакой и вернулся около 13:30. Позвонила шестая из Мюнхена, сказала, что беспокоится, поскольку наши родители не отвечают. Мы обеспокоены, я и мои родственники, поэтому намерены подать заявление. Уточняя, что из дома пропали куртки, обувь и ключи от дома. Карабинер, принимающий заявление, замечает не только ссору с отцом именно в день исчезновения, но и другой любопытный факт. Бенна кажется раздраженным всеми этими формальностями. Еще он хочет, чтобы тетя Карла убралась и забрала собаку. Тетя замечает, что собака его, и он должен заботиться о ней сам. Такого решительного ответа он не ожидал и отвечает раздраженно. Вы этого хотели, теперь помогайте мне, уже 5 дней, я плохо сплю и устал. Такое поведение Бенна с самого начала вызывает вопросы, и у первой подозрения возникают у сестры. Она замечает, что когда Бенна говорит ей, будто он на улице с собакой, в трубке полностью отсутствуют фоновые шумы, типичные для пребывания на открытом воздухе, шорох камешков, треск листьев под ногами. Тогда Маде звонит соседке по лестничной площадке родителей и просит ее позвонить им в дверь, чтобы проверить, вернулись ли они. Та звонит, дверь открывается, пока Маде еще говорит по телефону с соседкой, и она может собственными ушами услышать голос брата. «Привет, Джессика». Бенна солгал ей, он был не на улице, а дома. Маде звонит брату и требует объяснений, но Бенна, ничуть не смутившись, выдает новую ложь. Да, сказал, что на улице, но как раз возвращался. Маде звонит соседу с верхнего этажа, который сообщает ей, что машины родителей не видно во дворе. Бенна говорит, что брал ее и что она припаркована на улице в 100 метров. Казалось бы, мелочь, но для Маде это холодный душ.
Родители были настолько против того, чтобы Бенна использовал их машину, что всегда носили ключи с собой, а запасные прятали под ковриком в спальне. Запасные ключи карабинеры найдут на своем месте под ковриком из кокосового волокна, и значит, Бенна забрал тот ключ, что родители держали при себе, а судя по тому, как складываются события, сделал он это, применив силу. Именно в этот момент, через несколько часов после исчезновения родителей, еще до подачи заявления, Маде вдруг совершенно четко осознает, что Бенна убил родителей. И без обиняков говорит об этом дяде и тете. С этого момента она будет делать все возможное, чтобы направить расследование на брата. Даже станет записывать их телефонные разговоры, в надежде, что он на чем-нибудь проколется. Да и дядя и тетя, поверив ей, будут держать от племянника максимальную дистанцию. Бенна это не нравится. Он упрекает тетю Клару. За эти 2 недели ты не смогла ни разу спросить, нужно ли мне что-то, хочу ли я прийти на ужин или сделать что-нибудь. Единственное, что ты смогла сделать, это кричать на меня по телефону. Либо ты извиняешься, либо идешь какой поэзии. С сестрой, которая хитрит и в лоб его не обвиняет, тон другой. Сейчас чувствуешь себя полностью отстраненным от всего, по крайней мере, удается как-то спать ночью, потому что либо взволнован, перевозбужден, либо смертельно устал, ничего среднего нет. Мне не особо грустно, ни зол, не боюсь. Да, у меня случаются приступы привода, но чувствую себя так отстраненно от всего, как будто это история, которая меня не касается, но которую я должен довести до конца. В данный момент мне кажется это так странно. Сейчас меня тошнит, если думаю, что должен пересказать историю кому-то, меня тошнит. 6 января Маде возвращается из Германии домой, но не останавливается в доме родителей вместе с братом, а выбирает более безопасное размещение в доме дяди и тети. Бенна недоволен. Ему кажется, что семья или то, что от нее осталось, оставляет его совершенно одного – справляться со следователями, спасателями и всюду сующими свой нос журналистами. 6 января, около 9 вечера, он является в полицию и говорит дежурному, что пришел узнать, как вести себя с журналистами. Добавляет, что хочет извиниться за свое поведение до вчерашнего дня, так как понял, что вел себя по отношению к событию подозрительно отстраненно. Говорит, что расстроен, но оправдывает свое поведение тем, что чувствовал себя преследуемым, когда вчера вечером карабинеры пришли к нему домой искать записи или следы, которые могли бы объяснить причину исчезновения родителей. Он спрашивает мнение карабинера о произошедшем, на что получает ответ, что ни одна зацепка не останется без внимания, и для следователей открыты все гипотезы. В ответ Бенна говорит, что тогда, живя с родителями и видев их последним, конечно, станет подозреваемым. На следующий день после первого визита к другу полицейскому Бенна снова ищет его, потому что узнал что-то. Ему кажется, сестра Маде обвинила его в исчезновении родителей. Бенна настойчиво спрашивает, могут ли карабинеры вернуться к нему домой без ордера. Кажется, он очень обеспокоен, объясняя это тем, что когда они пришли к нему домой в первый раз, вели себя некорректно, неоднократно прикладывая руку к кобуре пистолета. Друг советует обратиться к адвокату, но Бенна настаивает. Дескать, он боится, что повторится эпизод в Германии, когда полицейские ворвались в дом, повалили его на землю, использовали электрошокеры и избивали. Друг несколько раз призывает его успокоиться и уверяет, что здесь, в Италии, сила порядка не использует такие методы. А на следующее утро карабинеры опять приходят к дому пропавших. Бенна открывает, ждет, пока они поднимутся, но замечает, что они слишком медлят. Причина в служебном отчете. Когда следователи заметили темное пятно на предпоследней ступени перед площадкой 2-го этажа, где расположен вход к Ноймайерам, из квартиры внезапно вышел их сын Бенна, очень заинтересовавшийся находкой. Видя, что в тот момент интерес сотрудников прикован к пятну на ступени, он засунул палец в рот и тем же пальцем, смоченным слюной, попытался определить консистенцию пятна. Плохая попытка, пятно не поддалось, а поведение Ноймайера-старшего лишь стало вызывать еще больше подозрений. 8 января, 15:55. Бенна, возможно, чтобы как-то сгладить впечатление от трюка с пальцем, снова является в казармы. На этот раз он предъявляет куртку,
Они с отцом купили в Декатлоне одинаковые, и по такой куртке пропавшего можно будет легко опознать. Предмет вешают на вешалку и фотографируют. Замечая несколько темных пятнышек, спрашивают, может ли он завтра передать куртку. Она послужит собакам, чтобы отличить запах от запаха других членов семьи. В тот же день карабинеры снова приходят в дом Бенна, чтобы попросить образцы запахов пропавших, самого Бенна и сестры Маде. Бенна указывает на трекинговый ботинок и тапок из ткани, как принадлежащий отцу Петеру, и сапог с низкой прогулочной туфлей для обонятельного отпечатка матери. Эта операция беспокоит уже сверхчувствительные нервы Бенна до такой степени, что полиция напишет в служебной записке: возникли многочисленные трудности в операции отбора образцов из-за бесчисленных и настойчивых заявлений Бенна относительно полного запахового загрязнения личных вещей родителей. Неоднократно заявлял, что манипулировал почти всеми личными вещами. Во время операции отбора образцов замечено нежелание предоставлять информацию. Такое отношение настораживало. Еще бы не насторожиться. Когда следователи просят образец запаха матери, Бенна передает пару туфель 39 размера. Когда карабинеры из чистой осторожности идут к Маде и спрашивают, действительно ли это обувь родителей, то вот это поворот, все совсем не так. Женская обувь на самом деле принадлежит Маде, а та, которую он указал как отцовскую, недавно и постоянно использовалась самим Бенна. Потом Бенна на глазах у полицейских пытался уговорить сестру, что нужно подозревать домработницу с мужем, якобы взявших в долг у Неймайеров крупную сумму. И так пятнышко за пятнышком у следователей складывается сначала набросок, а потом и уверенная картинка. Это он, Бенна. Вот только картинку в качестве доказательства суду не представишь, а в наличии нет даже тел, и работа продолжается. На следующее утро Бенна, верный данному слову, идет к карабинерам передать куртку, и обнаруживается, что темные пятнышки исчезли. Он постирал ее. Мало того, как позже выяснится, чтобы совсем перепутать все запахи, он заставил свою девушку немного поносить злосчастный предмет. 10 января Бенна звонит Маринелле, домработнице, которой родители дали взаймы денег, и спрашивает, может ли она прийти хорошенько прибрать квартиру, по крайней мере полы и ванные. Но женщина, которую Маде предупредила о подозрительной ситуации, вежливо отклоняет приглашение. Наоборот, она поможет полиции, когда несколько дней спустя нужно будет обследовать квартиру. Опытная хозяйка сразу заметит отсутствие большого ковра, некоторых тряпок для уборки и ведра со шваброй, которая сменила положение и больше не находится в чулане рядом с ванной. Чаша подозрений переполняется, за Бенна устанавливают слежку. В эти дни к Бенна приезжает Ясмин, та самая, которую он просил надеть куртку. Она учительница начальных классов, ей около 30 лет, и она тоже доводится Бенна вроде как подружкой по сексу. То есть это он так считает, девушке хотелось бы большего. Когда Бенна сообщает ей о пропаже родителей, она сразу пишет: «Хочешь, чтобы я приехала в Бальсано сейчас? Думаю, в таких случаях лучше не быть одному». Безутешный юноша сначала отказывается, но потом отвечает: В любом случае было бы очень мило, да, потому что я измучен, ничего не ел сегодня и спал в полглаза всего 3 часа. А родственники ничтожество и плохо себя ведут. Поэтому мне нужен кто-то, чтобы охранять меня, пока сплю. Бенна умолчал только об одном. Эти скудные 3 часа сна он урвал в постели другой своей подружки, Мартины. Ясмин примчится к нему мгновенно и останется со дня заявления о пропаже и до 11 января. Этих 6 дней окажется более чем достаточно, чтобы наполнить ее память воспоминаниями, очень интересными для следователей. Бенна попросил свою подружку помочь ему прибраться. Объяснил, что его собака довольно старая и ее иногда рвет. Указал, где, и попросил оттереть. Абсолютно хотел убрать следы собачьей рвоты, которую девушка даже не видела. На вопрос, зачем убирать то, чего нет, сказал, что ее рвало раньше, и он уже убирал в том месте, но хотел убрать полностью, чтобы не осталось биологических следов. Бенна объясняет, что не хочет, чтобы следы собачьих выделений вызывали подозрения у карабинеров, которые уже начали бродить по его дому. Пару дней спустя еще одно приятное совместное занятие – купить перекись водорода.
но не обычную, а высококонцентрированную и в промышленных объемах. Им пришлось пройти целый квест и немало покружить по окрестностям, чтобы найти такую. Вместе с перекисью Бен накупил губки с абразивом, ведерко и швабру. А потом они поехали прогуляться по берегу, посмотреть, есть ли спасатели, проводящие поиски в реке. Именно в этот момент назойливые карабинеры требуют, чтобы он явился домой для поиска обонятельных следов. Подумав, Бенна избавляется от всего этого материала для уборки и делает это на парковке. А Жасмин оставляет там же стеречь на морозе все это бесценное добро. В конце концов, Бенна добывает нужную перекись водорода, которую Google засоветовал ему как лучшее средство для удаления следов крови и ДНК, и, будто внезапно вспомнив, что собака блевала и в машине, направляется к автомойке. Бенна не знает, что в этот момент карабинеры следят за ним. Под предлогом пересечения перекрестка на красный свет они останавливают процесс мойки, и как раз к этому моменту готова подпись прокурора на постановление о конфискации автомобиля. Анализ поверхности машины дает очень интересные данные. В багажнике обнаруживается принадлежащий Лауре Перселли фермент амилаза, который содержится в слюне, желудочном соке и поте. Следы амилазы и Лауры и Петера в салоне сзади, как если бы Бенна разложил задние сиденья, чтобы увеличить глубину багажника и поместить туда тела. Любовь Бенна к высококонцентрированной перекиси водорода не знает препятствий. И поскольку первый флакон остался в конфискованной машине, внутренняя потребность, как у алкоголика в похмелье, ведет его рано утром 8 января снова в магазин. Оттуда он выходит торжествующим, не с флаконом перекиси водорода, а с целой 5-литровой канистрой, и задаст, наконец, бой бактериям, якобы оставленным собачьей рвотой. Одного не учел Бенна. Такая концентрированная перекись не только удаляет биологические следы, но и осветляет поверхности, так что по светлым пятнам на полу и стенам можно было составлять карту собачьих перемещений. Которую, кстати, со слов Ясмин, за все время, что она была в доме Ноймайеров, не вырвала ни разу. 28 января следователи пройдут по этой карте белых пятен и все же найдут принадлежащую Петеру Ноймайеру амилазу под радиатором отопления рядом с библиотекой. Ну а верная Ясмин, почуяв, куда задул ветер, поможет найти 5-литровую пустую канистру из-под перекиси и, забив еще один гвоздь в гроб лжи Бенна, сообщит, как он учил ее, что полицейским нужно соврать, что перекись нужна для удаления плесени в подвале. Интересен набор запросов, сделанных в это время Бенна Ноймайером в интернете, начиная с регулярного просмотра местных новостей и заканчивая поисками адвоката. А между свет телесной жидкости, свет кровь полиция, найти мой iPhone, найди меня приложение, найти мой телефон выключен. Разумеется, перекись водорода, активный кислород, дежурная аптека Бальцана. Внезапно прокурор «Кто это?», кто видел Райтре Бенна Ноймайер, и затем самодиагностика психически. Видимо, намереваясь удариться в бега, Бенна задается также поиском на тему путешествия в Испанию. Больше ждать становится опасно, и полиция Бальцана выносит постановление об аресте Бенна Ноймайера по подозрению в убийстве своих родителей. Тем временем следователи обнаруживают следы крови в определенной точке моста через реку Адиджи. Там, между ограждением и парапетом, снег примят. И при более внимательном осмотре именно в том месте есть следы крови и даже остатки кухонной бумаги, которые пытались их стереть. 15 следов крови и амилазы Петера, только 1 Лауры. Но сомнений нет, именно здесь 2 пропавших бросили в реку Адиджи, и теперь дело в том, чтобы найти тела. Первая находка, которую отдала река, пара ботинок. Светлого цвета 42 размера на меху. По мнению Мады и тети Клары, принадлежат Петеру Ноймайеру. Пару дней спустя куртка в 90 километрах вниз по течению от моста. Она застряла в решетке, защищающей турбины гидроэлектростанции от мусора. Вечером 28 января Бенна находится в доме. Не у Мартины и не у Ясмин, а у очередной недавней подружки из Тиндера. Квартира родителей конфискована, и ему негде жить. Раздается звонок на мобильный. Адвокат предупреждает Бенна, чтобы собирал рюкзак с одеждой и предметами личной гигиены.
Вынесено постановление о его задержании по подозрению в двойном убийстве и сокрытии трупов. Бенна является в участок как бы добровольно, и вряд ли в тот момент он понимает, что закрывшиеся за ним двери останутся запертыми большую часть его жизни. Через несколько дней после ареста тетя приходит в тюрьму навестить племянника и говорит ему: «Теперь Маде одна, осталась без родителей. Ты тоже постепенно поймешь, что это значит». Он после паузы отвечает: «Я всегда был один». Месяц он молчит. Дескать, так бывает, пришел, сдался, но при этом ни в чем не виноват. Тело Лауры Перселли нашли в реке Адидже 6 февраля. И это стало поворотным моментом. Благодаря холоду труп хорошо сохранился, так что на шее были заметны следы удушения. На теле остались лишь трусы и носки, так что одежду стащило определенно не течением, ее снял убийца, дабы затруднить поиски и опознание. Но лишь 8 марта 2021 года Бенна Ноймайер сознается, что 4 января убил своих родителей. Его рассказ короток и ясен: ссора с отцом, веревка для скалолазания вокруг его шеи, петля затягивается, какое-то время держится туго. Потом возвращается домой мать, он душит ее у входа той же веревкой по той же схеме, потому что боится, что она увидит мертвого отца. А и рвота была мамина, не собачья. Бенна признается в том, о чем все давно догадывались, но опускает подробности, которые указывали бы на предварительный умысел. Дескать, все было спонтанно, ничего заранее не планировалось. Через 2 недели вторая встреча с прокуратурой, обвиняемый еще более холоден и лаконичен. Отец вошел в комнату и разбудил меня. Разгорелась дискуссия о деньгах. Я всегда давал 350 евро за аренду родителям с тех пор, как влюбился в Бальцана. Отец хотел, чтобы я взял другую квартиру, иначе с января должен буду платить за аренду 700 евро. То есть 3 аренды, потому что нас 3 взрослых. Я ответил, что это несправедливо, потому что мы договорились на 350 евро. Отец настаивал, что я должен идти из дома, говорил, что моя сестра сама платит за квартиру в Германии. Я чувствовал себя плохо. Бенна говорит, что отец в ярости гнался за ним до самой его комнаты, швыряя в спину упреки и называя сына ничтожеством, пока тот не взял веревку и не заставил его замолчать навсегда. Затем вспоминает, что взял оба телефона родителей, поехал на велосипеде на реку и там выбросил аппараты в реку. Подошел к торговцу наркотиками, покурил и вернулся домой навести порядок. В этот момент его увидел сосед с 1-го этажа, который тем вечером около 21:00 спустился в сад покурить. Бенна показался ему спокойным, но запыхавшимся. Сосед даже пошутил, не делает ли тот упражнения для похудения. Бенна, который только что погрузил трупы в машину, также шутливо отвечает, что толстеют не с Рождества до Нового года, а с Нового года до Рождества. Только 27 апреля воды реки Адидже вернут тело Петера Ноймайера. Его заметил с берега случайный прохожий в 60 километрах к югу от моста, с которого его бросили. Тело, пробывшее в воде почти 4 месяца, неузнаваемо. Но на запястье остались часы, которые Маде опознала как отцовские. На процессе Бенна Ноймайер почти не появлялся в зале суда, официально из-за проблем со здоровьем. Но, по мнению многих, дело было в том, что молодой убийца оказался не способен справиться с крахом своего совершенного образа. Свидетельские показания рисуют портрет человека, одержимого контролем, но главным, вокруг чего строится все разбирательство, становятся психиатрические экспертизы. Эксперты описывают нарциссическое расстройство личности, осложненное употреблением стероидов и патологическим подходом к спортивным тренировкам. Они рисуют портрет человека, не способного справиться ни с отказом, ни с отношениями зависимости от родителей. Кроме того, психиатры считают, что Маде была для Бенна тем человеком, с которым он постоянно себя сравнивал, и сравнение это неизменно оказывалось не в его пользу, что приводило его в глубокую ярость. Похоже, Маде поступила правильно, отказавшись в дни расследования спать с ним под одной крышей. И даже если ей ничто не угрожало, по его вине за одну ночь она потеряла все. Не только своих родителей, но и своего брата. По поводу вменяемости, самого важного элемента для обвинения, эксперты высказались весьма сложно. Они заявили, что во время убийства отца
Бенна был в состоянии ограниченной вменяемости. Этот акт был частично обусловлен его яростью. Но при этом убийца был полностью в здравом уме и трезвой памяти, когда лишал жизни мать. Первое деяние было приступом неконтролируемого насилия, второе – расчетливым актом. Поведение Бенна в суде характеризовалось скрытностью, грубостью, ложью, иногда отвратительным юмором. На просьбу уточнить какой-то момент он мог, например, ответить, что нужно спросить у Петера, которого больше нет. Или жаловался на однообразие и тупость вопросов людей из следствия, суда и даже собственного адвоката. Исход процесса был предрешен, пожизненное заключение с годичной изоляцией. Психиатрических расстройств оказалось недостаточно, чтобы признать Бенна невменяемым. Употребление анаболиков, прекращенное задолго до преступления, также не имело отношения к вспышке ярости, которая, по мнению суда, копилась на протяжении всей жизни. Но дело Бенна Ноймайера – это не просто история двойного убийства. Это история о том, как двое пожилых людей оказались беззащитными перед лицом человека, которого они так боялись и который в итоге убил их. Общество в целом и его правоохранительная система не сумели или не захотели увидеть сигналы заранее объявленной трагедии. Психиатры Италии сделали не больше, чем колдуны на Бали. Лишь в Германии было принудительное лечение, диагноз параноидальной шизофрении, но потом ничего. И хотя Больцано – столица региона, считающегося едва ли не самым цивилизованным в Италии, когда Бенна Ноймайер вернулся туда, больше не было никакого наблюдения, никакого мониторинга, никакой реальной поддержки семьи. В голосовых сообщениях Лауры обнаруживается, что женщина спрятала все ножи в доме, что боялась собственного сына, говорила о нем как о бомбе замедленного действия и, несмотря на это, должна была жить вместе с ним. Ответственность в этой печальной истории, безусловно, лежит и на самой семье, которая искала альтернативные и спорные решения. Но будем честны, много ли изменилось бы, если бы они признали проблему и решали ее всеми современными методами? Ведь когда всем уже было очевидно, что речь идет о нарушенной личности, ни система здравоохранения, ни общество не сумели справиться со сложным случаем. Конечно, неоспоримая ответственность лежит на том, кто затянул веревку вокруг горла собственных родителей. Но часть этой ответственности также лежит на всех тех, кто, имея возможность что-то сделать, выбрал молчание. Молчание, которое в конце концов стоило жизни двум людям. Воды реки Адиджи продолжают течь, унося с собой секреты той январской ночи. Но пока Бенна отбывает свой пожизненный срок, пока Маде пытается восстановить жизнь из обломков разрушенной семьи, остается вопрос, сколько еще подобных трагедий должно произойти, прежде чем их научатся останавливать в зародыше. Однажды в Италии.